мы вышли из автобуса. Теперь нужно сколько-то прошлепать пешком. И мы будем на Суровской протоке. Я немножечко запутался в картах, но ничего страшного. Рано или поздно найдется. Срезать через санаторий, я не знаю, как сильно мне по голове настучат за это. Поэтому я просто иду вперед. Периодически сверяюсь с картами. Угу. Я хотел это сделать то ли в прошлые, то ли в позапрошлые выходные. Ну и правильно сделал, что не сделал, потому что... Ну вот, обратите внимание. А теперь представьте все вот это, размытое к хренам дождями. Будет весело. Было бы весело. Но, слава богу, мне это удалось предотвратить путем не поездки сюда. Вон какие-то холмы. А вот курганы это или нет, а черт его знает. Потому что мы вообще находимся в нереально исторических краях. Очень интересно. На самом деле. Вообще надо. Ага, курганы. Кургане уже не будет, это сено навалено. Ага. Но ввиду того, что на пляж выходит скальное и ввиду того, что на пляж выходит скальное обнажение, а возвышенность, скажем, вон она. Ну, как бы... Вот, кстати, посмотрите. Прикольно, да? Здорово, здорово. В общем, что-то мне говорит, что я на правильном пути. А вон я уже вижу такую выемку в ландшафте. И воду. Все, я приехал. Классно. Ладно. Че, скоро наступит время. О, протока разлилась. Я ожидал чего-то более пляжевидного сегодня. Походу, сегодня буду по бортику ходить вообще. По краешку. И надеяться, что это не шибко дебильная идея была. Не, если есть спуск в воде, вот, ну, тупо там я и буду рыбачить. Спуск в воде есть, все, ну, типа, довольно много спуска. Да, протоку разметала, вода высокая, на рыбу, и все еще надеюсь. А вон ребята с лодки рыбачат, сейчас увидите. Угу. Вот краешек синего утеса. И посмотрите, как же здесь красиво. Из минусов только что вода высокая. То есть получается, ну, как бы по бережку вон вниз по течению мне пройти не получится. Ну, план такой. Я тогда обустраиваю здесь. Сейчас рыбачу маленечко. А вдруг что? Какая-нибудь плотвичка шальная это клюнет. И пойду туда, вверх по течению, к синему утесу.
Если либо рыбы нет, либо я эту приманку выбрал. О, на под травушку. Зацепился. Ну, короче говоря, не мое фирменное упорство, природная вредность. Не тот факт, что я за городом. Ни хорошая удочка, ни полная сумка приманок не помогли мне поймать рыбку здесь. Сейчас я пойду в сторону Синего утеса и буду на что-то надеяться. Но самое очевидное, самый вероятный исход событий — это то, что я покажу вам кучу видов и неудачную рыбалку. И будет весело. А я продолжаю свое путешествие. Двигаюсь в сторону Синего утеса. Надеюсь выйти на нетравянистое место и хотя бы потягать ельчиков. Или там красноперку, я не знаю. Что-то как-то не оно сегодня. Ну ладно, это только начало дня. Еще впереди много времени. А вдруг получится? О, ага, камешки. Ну, я от этих рыбаков нафиг пошел, на самом деле. Ну вот, места здесь красивые. Да, пожалуй, даже если рыбки не будет, я все равно этот ролик выложу. Сейчас попробую отработать эти всплески на воде странные. Ну как странные, рыбьи, блин. Потом... О! Есть! Первая добыча сегодня. Окунишко. Ты мой хороший. Ты мой родной. Ну все, официально заявляю. Суровская протока, она же Синий утес, разловлена. Есть. О, солидно. Второй красавец. У нас тут жизнь начинается. Есть. Я же это снимаю, да? Да. Еще. И еще. Оп. Попался засранец. Стая окуней стоит. Ее надо спамить. Есть. Сошел. Не сошел. Не сошел. Фу. О, вот этот пухлик прям. Слышь, пухлик прям. Так, и выяснилось, что я, короче, камеру маленечко выключил. Но у меня тут просто херачат. Я не знаю, что... Вот есть рыболовные каналы. У них там десятки тысяч подписчиков.
Ребята очень интересно комментируют. Есть. А я просто чувачала, который шарашкается. Хы-хы-хы. Скромненький. Скромненький. Но раз попался, значит беру. Есть. Есть. Да, родной. Теперь ты мой. Сука. Сошел. Почти вытащил. Так, насчет сходов и клёва я просто помню и не огорчаюсь. Ха. И еще один, причем довольно не мелкий. Я уж был подумал, что раздача окончилась, а раздача продолжается. Ха. А вот и еще добыча. Нет, брат. Это окунь-медведь. Знакомьтесь. Большой, челмы-медведосвинный. Окунь-медведь. Уже неинтересно снимать вот геноцид окуня. Потому что, ну, если честно, ну как-то уже было, ну вот представьте себе высадить всю батарейку на то, как ты стрижешь окуня с одной точки. Ну, как-то, не знаю, что-то не оно. Вот. Я сейчас собираюсь сваливать. Ниже, ой, выше по течению. Этих красавчиков мы с собой, разумеется, тоже прихватим. Ну, такой вот. Я не знаю, видно в камеру, нет. Такая вот стопочка окунишек. Сейчас вам придется немножечко подышать воздухом с поверхности, потому что надо просто перейти на новую точку. Это ненадолго, все нормально, никто не помрет. Так, вот тут гражданин рыбачит, а я не буду. Полезли, что? Немножко альпинизма мне в новых моих шикарнейших трекинговых ботиночках не повредит. Я сейчас на самом деле не могу вербально описать, как я счастлив, что у меня есть эти ботиночки. Сейчас одно еще местечко хочу попробовать. Не то, что оно выглядит как охренительно рыболовное, оно мне тупо физически понравилось. Вот камешек большой лежит. Вот он же свой спиннинг зашвырнул. Вот он, собственно. Ножка жрет. Казалось бы, сентябрь на дворе. К тому же заканчивается сентябрь.
Я бы так сказал. Ну, теперь придется вообще тупо себя вести с садком, со вздрюченным. Вот так вот его. Просто горловину прижал камнем, а рыбу туда куда-нибудь. Ну, зато у них там вода есть. Воздух. Ладно. Сегодня не только по окуням, тут щупарик у меня нарисовался. Ой, вы знаете, я знаю, что таки грех брать, но я ради ржаки, вот чисто юмора ради возьму. Мне шибко не нравятся щуки, потому что они кусачие. Ну ты же заморишь. И яся. Я уже ушел на синий утес. Тут уже вовсю стоят спиннингисты. Вдалеке видна Кларовская церковь. Это уже означает, что скоро домой. На пути обратно, ну просто не могу не останавливаться, еще половить. Сейчас у меня мелкий окунишка выскочил. Мне интересно, мелкий окунь уже стайный. Есть. О, вот эти на уху. Всемогущий рандом. Есть. О, тоже не такой заморочный. Ну или такой просто резкий. Да, это такой же заморож, только резкий. После того, что я сегодня там таскал, двигаемся в сторону цивилизации в садке. Ну, добыча за сегодня. Дома взвешиваем, на килограммчик, наверное, будет. Ну все, надо, короче, собираться домой. Тут уже народу куча. И половить особо не выйдет. Ну, в общем, всем всего.